Итак, всем привет, всем привет, всем привет. Вот, начинаем наш чудесный стрим, который был посвящен, как помните, о чем он был посвящен, давайте посмотрим все вместе. Заодно на будущее будете знать, где надо голосовать. Так, открываем наш канал. Так, и переключаемся на рабочий стол. Кстати, всем привет. Вот, смотрим, что у нас на рабочем столе. Сообщество заглядываем. Кстати, вот здесь вот сообщество, голосуйте в следующий раз. Тогда необходимо, если вдруг кто не в курсе, чтобы выбрать какой стрим. Итак, сегодня у нас безоговорочно побеждает программатор Танго. Танго побеждает. Возвращаемся сюда. Всем привет еще раз. Так, пожалуй, начнем. О, привет, первые наши зрители. Так, вот чудный прибор. Сразу его достаю с коробки. Очень сильно извиняюсь, сегодня немножко проблемы со спиной. О, привет, Владимир. Привет, Роман тоже. Значит, сразу скажу, в нем две вот такие вот чудные пимпки. Красное – это у нас дополнительное питание. Черное – это питание и сигнал. Вот, значит, подключаем это к ноутбуку. Надеюсь, меня видно. А то у меня тут на одном ноутбуке реклама еще вертится, на котором я все тексты смотрю. О, еще один Роман. Привет, привет. Так, итак, значит, у нас вот такая вот пимпка. Само собой подключаем. Сразу должна загореться красная и зеленая лампочка. Да, кстати, ссылка на этот прибор, в общем-то, есть у нас. Привет, Павел, тоже. У нас ссылка на этот прибор присутствует у нас на форуме и почти под каждым видео. Значит, ну что ж, будем запускать, наверное, программу. Так, сейчас найдем, где она у нас стоит. Авто. Так, привет, Юра, тоже. Так, Танго. Go. Танго, вот она. Чик. И переключаемся на рабочий стол. Оп. Не понял. Вот она у нас выскочила. Сейчас я ее попробую развернуть. Вот она. Привет, Сергей, кстати, тоже. Так. Угу. Итак, что из себя представляет программа? Что самое интересное, зашел в Help по самому началу. Тут есть где-то вот Check for Updates. И она у меня даже обновилась до 13 версии. Потому что когда она пришла из Китая, она была еще 12 версии. Вот такая вот чудная вещь. Даже до 13 версии, ну вот она написана 1.111.3, вот. Ну, да, 15 уже не хочет обновляться, ну что поделать. В общем-то, понятное дело, что китайский прибор обновляться с официального сайта не будет. Сразу, значит, что я хотел рассказать. Давайте пройдемся по закладкам, которые есть, как обычно. Ну, открыть это понятное, что туда мы еще заглянем с вами по конкретным машинкам. Давайте вот сразу и откроем что-нибудь. Что мы тут откроем с вами? Что мы тут с вами откроем? У меня, наверное, и дампов нету готовых. Ну да, нет, подключи есть. В работе здесь у нас есть дамп. Вот, например, с ТМС-ки. Ну, тут она не хочет принимать, потому что, в общем-то, не та машинка. Итак, с кеймейкером понятно. Здесь Азия закладка. Сразу открываем car-модель. Видно, да? У нас тут чисто азиатские модельки, да? Но по ним пройдемся еще более детально, внутрь заглянем. Куда делись американские и европейские? Они находятся здесь. То есть нажимаем сразу Азия. И выбираем, надо Европа машины, Америка машины, ну или, соответственно, Азия. Так, Док Авто приветствую тоже. Итак, допустим, нам надо европейские машины. Сегодня мы, пожалуй, пройдемся по машинкам, покажу, в каких машинках, с помощью чего
делать, с какими он дружит, чтобы немножко представляли, о чем вообще у нас идет разговор, что за чудный прибор. Вот, ну давайте начнем с Европы. Кар-модели, Альфа-Ромео. Ну вот, значит, какие модельки. Если есть несколько моделей по разным годам, то, соответственно, она предлагает выбрать. И откуда дергать. Ну, давайте, например, 145-ю заглянем. Сразу удобно, что является очень удобным. Написано, какие трансподеры, значит, ну вот оригинальный стоит 7930, и какие можно впихнуть вместо него. Ниже находится вот Data Location, где находятся данные. Данные находятся в EEPROM 93C46, например, в данном случае. Вот так. Дальше у нас что идет? Пройдемся все-таки по машинкам. 145, 146, 147. Да, кстати, если какие-то вопросы возникают, пишите слева вот здесь вот. Вот здесь вот слева задавайте вопросы по конкретным машинкам. Ну вот, допустим, 159 до 2000 года, с 2000 и с 2005 года уже написано тут вон процы какие стоят. Ну, заглянем внутрь тоже. Чип вот Мегамост 48 у нас сразу. Написано, где стоит процессор какой, где его искать, под какой он маской может быть, что очень удобно, чтобы было, в общем-то, проще найти, какой процессор и куда что делать. Вот такая вот картинка. Так, дальше пройдемся. Это у нас по альфам. Так, что-то еще. Привет, привет, Вадим тоже. Ну ничего, зато в комментариях самый первый крайнее время. Так, пройдемся дальше. 159, 164, 166, ГТшки, ГТВ и Спайдер. Это вот у нас по альфам это все есть. Дальше, Априлия. Ну, здесь, сами понимаете, это у нас уже... Что? Это у нас мотоциклы. Вот, ну да, как бы... Мотоциклы. Соответственно, у нас здесь есть не только, скажем так, легковой автотранспорт, но также попадает и мотоциклы, и некоторые грузовички. Вот, например, МАН, ТГА. Она делает тоже ключи. Ну, пройдемся дальше, не будем спешить. Астон Мартин, вот такой вот с 4-го года. Микросхема 77014. Ауди. По Авторая через вот ВДО, например, делает, дергает. А третья через Магнети Морелли через ВДО. А четвертая тоже вот у нас есть и через Магнети Морелли и через ВДО. А шестые, а восьмые, сразу я тогда буду открывать года, чтобы видно было. R8 через приборку делается. Микронос Флэш и Микронос Ром. ТТшки тоже. Привет, Сергей, тоже. Так, через BCM можно. Имобокс, через Имобокс, вот по номерам сразу написано. Кейси через Хитак и EZTS, тоже у кого есть. Вот, Мегамосин и так далее. По Бентликам. Orange и Кейси. BMW, значит, машинки. Сразу буду заходить. EVS1, EVS2, EVS3, EVS4, КАС с 1 по 3 и КАС 4. Ну, давайте заглянем уже, что ли, из культурности. Вот тоже 7953, 7939, 7953. Откуда дергать? И вот написано, из каких процов. В общем-то, вытягивать файлик. Это у нас по BMW мы прошлись. Дальше пойдем в Citroёn заглянем. Так, Берлинги 98-2000, C1 с 4 года. C1 это по сути та же Toyota. Значит, 10 года C4 можно. DS3 с 9 года. Элиза с 2002. Джамперы. Вот какие у нас есть года. Ну и, соответственно, написано, из какой микросхемы надо дергать данные. Джампи с проца дергать надо. Немо, Рели, Релай. Мне, кстати, не приходили еще такие. Ксара и Ксантия. Релай, которые не приходили, я имею в виду. По дачам. Так, покупал Tango Fly в Китае с обновлением. Раньше обновлялся. Теперь пишет
Проблема с интернетом не обновляется. Да, у меня тоже уже не обновляется, но вот я показал, оно дошло до этой версии, дальше уже облом, дальше не идет. Дача Дастер из 2010 года, Логаны 4-10 год, Сандера 8 год. С разных, видите, причем год одинаковый, но блоки разные могут стоять, поэтому написано, с каких микросхем надо дергать. Соленза с 3 года и Супернова. Дафы, это, сами знаете, грузовые у нас машинки с 2002 года. Давайте посмотрим, что у нас в Дафе, с чего надо дергать. 48-й айдишник Мегамосина. Все стоит в одном из этих двух Моторол. Ну и, понятное дело, маски по этим Моторолам. Так, привет, про привязку радиоканала 7945 BMW Tango может. Честно, вообще не в зуб ногой. Просто не делал никогда радиоканал. Поэтому про танго я не скажу. С радиоканалом что может, что не может. Привет, Игорь, тоже. Так, по Дукатям. Значит, Monster Multistrade. Во, блин, название придумали. Супербайк. И Спорт Тоуринг. Так это по мотам тоже получается Дукати. Феррари вот даже может делать. Привет, Соло. По Фиатам. Значит, смотрите, тут сразу большой, довольно богатый список по Фиатам идет. Так, пройдемся, просто пролистаю их, чтобы опять не растягивать время, каждую не называть. Если какой-то более конкретный интересен, то пишите, ну вот там вот спрашивайте, я, соответственно, зайду конкретно в нее, покажу. Вот, Доблы, Дуката, Гранд Пунта. Так, что-то качество видоса совсем ничего не видно, расплывается все. Ну, это уже зависит от скорости интернета. Здесь я не подскажу. Help показать, сейчас зайдем в Help. Так, идея, линия Фиаты. Ну вот, по моделькам пробегусь по-быстрому. Потом заглянем. Можно также по Фиатам, что хорошо, по блоку иммобилайзера сразу зайти. Delphi, Magneti Marelli. И тут, видите, расписано. Сразу можно из эмошника дернуть. Иногда это бывает проще. А в Help, ну вот что у меня в Help, так что смотрите, что в Help. Вот такой вот Help. Так, продолжим. Это у нас были Фиаты. По Фордам тоже список довольно большой. Я, пожалуй, просто по ним вот так вот по чуть-чуть пройдусь. А вы уже там говорите. Если куда-то надо вернуться и посмотреть кого-то отдельно. Вот F-серия, кстати, сотку тоже делает. Фокус, Фузя, Galaxy. Приведите, пожалуйста, пример, как по дампу сделать трансподер, не пойму. Хорошо, сейчас просмотрим. Это я все сейчас покажу. Кстати, у нас там Ford Explorer, по-моему, и был где-то, да? Или американец. Так. Ладно, давайте по очереди дойдем. У меня как раз там один есть для подготовочки. Это по Фордам. Галира, Ивеки, Дели, Стратусы, Ягуары, КТМ-ки Моцки, кстати, тоже. Ланча. Приветствую, Иван. Такие гости, кстати, блин. Иван Сайченко, это обязательно к нему на канал заходите. Реально достойный канал вообще, чтобы смотреть очень интересные видео у него там. Так что однозначно рекомендую к Ивану Сайченко. Если вдруг кто-то его не знает, обязательно просто заходите. Вот комментарий он оставил, приветствие. Обязательно к нему заходите на канал. Рекомендую. Так, ландроверы, ЛДВ, МАН, на Рено, Лагуна, чип ПЦТ 7947 подготовить под привязку может. Не делал, врать не буду. Volkswagen 5 приборов EPROM. Так, по Volkswagen 5. Это Volkswagen. Ладно, давайте, наверное, вы вопросы лучше задавайте. Потому что я чувствую, так мы будем реально просто до утра смотреть. Так, Гольф 4, 5. По приборке. Оно по приборке и делает. На кого надо было?
Так. По приборкам, по Микроносу и по флеш, и по Вестиону с 8-го года. Кто там спрашивал? Кто там спрашивал? Так, ну, в общем-то, вот, это по 5-му гольфу, кто спрашивал. Задавайте еще вопросы, буду показывать. А пока. Все-таки заглянем. Ладно, давайте по-быстрому пройдемся. Ну, вот тут машины как бы видны какие. Сейчас я по очень быстрому их пролистаю. Так, вот так. Сюда по волям и Volkswagen еще раз. Можно вот, кстати, по дампам тоже сразу делать кейси. Имабокс через имабокс дергать. Так. Так. Это по европейцам. Давайте-ка сейчас, у меня там как раз американец один считан. Посмотрим, оно через американца зайдет или не зайдет. Нифига, надо через европейца. Вот интересно, Ford хотя и американский, но все же. Так, у нас там Ford был. Так, Ford был. Explorer, по-моему. Вот год, честно сказать, не помню. Вот по... Или все-таки сюда. Нет, вот это, с 98-го ТМС-ка. Вот, файл. Вот, открыть файл. Вот он наш ТМС, Explorer рассчитанный. Что у нас получается? Что мы видим сразу? Ключ 1 и ключ 2 у нас уже прописаны в этой машинке. Видите? Так, сейчас я принесу тогда чип чистый. Не чистый в смысле ключ. Вот. Это снова я вернулся. Так. Вот у нас есть C4 ключики. Сейчас посмотрим, станут, не станут они сюда. То, что чипы, как вы в курсе, наверное, 4C, которые стоят крайне нечеловеческих денег, да, поэтому иногда выгоднее поступить вот так вот. Купить старый чип. Значит, помещаем сюда и говорим, что мы ему говорим? Говорим, так, Explorer Key. Ага. Что у нас за ключ? Нифига, это 8C. А там у нас 4C должен быть. А этот? Опять посмотрим, что за ключик. А это, видите, 4C ключ. То есть вот такой вот ключ у нас 4C. И на ту машинку у нас 4C нужен был. Соответственно, возвращаемся к машинке. Ford Explorer через ТМС-ку. Вот этот. И сюда 4C ключ нужен был. Правильно? Открываем, считываем. Ну и вот она наша радость. Записать. 4C. Окей. И, соответственно, она говорит сохранить новый файл. То есть уже у нас получается новый файлик. И говорим ему сохранить. Вот, оно пишет, новый ключ был создан. Танго создал новый файл. Значит, и теперь надо залить этот вот файл в машину, чтобы у нас, соответственно, появился этот ключик. Вот, собственно говоря, он и создан будет. Так, стоп, что-то я забыл. Открыть. Ну все правильно, оно этого ключика у нас туда и запихнуть должно было. Все верно. Теперь этот ключ у нас получается уже там в машинке. Подружили его. Брелок, конечно, туда не нужен будет.
отправляться. Вот. И теперь что мы можем сделать? Прочитаем, что за ключ. Смотрим. Видите, он уже пишет. Это ключ под номером 1. То есть мы его записали. Это вот этот ключ, который я сейчас поставил. Под номером 1 он уже записан в эту прошивку. Все. Теперь этот ключ можно отправлять к человеку, который просил его. Кстати, наш один из подписчиков просил к его эксплореру этот ключик присобачить. Вот этот ключ отправляется к нему. Вот такая вот вещь. Видите, даже сделал тут один заказ. В такие ключи выгоднее писать, чем новые покупать, потому что на копейки их можно, в общем-то, купить за недорого. А по результату, в общем-то, стоят намного дешевле, чем 4C чипы, за которые ломят там под $70, под 50. Даже у китайцев, которые в районе 40 стоят. Вот такая вот вещь. Вот так, собственно говоря, прописывается у нас ключик внутрь машинки. И потом этот файл заливаем в TMS-ку. И по результату что имеем? По результату имеем вот этот ключ, уже который будет привязан к автосику. Вот такая вот. Так, сейчас почитаю, что там писали. А6 15 года ключ смарт утерян. Может сделаться. А вот сейчас и посмотрим. Я думаю, конечно, нет. Но попытка не пытка. Так, модель. Ага. Бренд европейский. Audi. А6. Но вот, как видите, не может. Не может А6 15 года сделать. Так что облом. Танго с этим не справится. Танго это не средство для этой машинки. Значит, по работоспособности модулей скажу сразу. Здесь у нас есть такая чудная вещь. Сейчас я на себя переключу, потом туда вернемся, чтобы видели лучше этот момент. Вот, значит, вот здесь есть такая вещь под названием катушка. То есть вот внутри она там находится. Разбирать сейчас уже, пожалуй, не стану сам этот прибор. Значит, и у китайцев, когда приходит, значит, сам этот прибор, зачастую получается, что катушка, ну, не совсем качественная. В общем-то, для того, чтобы прибор начал работать нормально 7935 модулями, именно 7935, необходимо подмотать катушку. В остальном, в принципе, проблем я с ним пока тьфу-тьфу-тьфу еще не встречал. Ну что ж, вернемся к нашей танге. Посмотрим, что у нас еще есть. Так, это мы остановились на Мазерати. Вот, значит, Мерседесы. Allmakers, AM, AEM, Спринтера, Виты. Ну вот. Значит, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? 79, 79, 30, 79, 35. Ну, в общем, как видите, не сильно богато. По ML-кам вот, по грузовым можно. Вот грузовые, кстати, нормально делает. По грузовым вообще вопросов не было. А тегом и какросом, когда, в общем-то, человек не хочет рубать ИМОшник, наделал уже кучу ключиков. Так что проблем не было. Так, привет, Саша тоже. Владимир, сколько нужно подмотать? Про это я расскажу дополнительно, потому что зависит от того, у кого сколько витков есть. Проще, скажем так, либо перемотать по новой, если интересно, я могу дать даже ссылку, как рассчитать. Опять же, все зависит от сечения провода. Так что это так, что вот. Да, 79-35 делает неровно, очень неровно делает. Привет, Эльсар, тоже вот. Поэтому, ну, скажем так, либо как вариант использовать Z-Bull как второй. Ну, Z-Bull все равно желательно использовать. У нас там его обзор на подходе, насколько я помню, будет в ближайшее время. 7935 он вообще классно делает. Ну, либо все-таки подмотать надо. 115 версии у нас здесь нету. Это он говорит, что available 115 версия, но ее мне не отдала. Вот. Так. Чиптюнинг я нет, я дистанционно его не делаю. Единственное, что можно дистанционно отрубить EGR сажей катализатора, но это, в общем-то, не совсем чиптюнинг, это,
ну, получип-тюнинг, если можно сказать, более точно. Для этого обычно присылают дамп, дамп исправляю, отсылаю обратно. Причем, как я уже говорил в своих стримах не единожды, это не основное мое направление, поэтому скажем так, если мне что-то сложно сделать, я не справляюсь, я сам обращаюсь по чип-тюнингу, ну, если это можно назвать чип-тюнингом, к более грамотным специалистам. Называть имена не буду, вот, но, если что-то простое делаю сам, если что-то нет, то нет. Потому что у меня основной профиль это все-таки иммобилайзеры, ключи, связано с чем-то ближе к этому, уже чип-тюнинг идет как, ну, увлечение, дополнение, скажем так. Многого сам не знаю, многое сам еще по чип-тюнингу изучаю непосредственно, если уже возвращаться к чип-тюнингу. Так, да, так вот, оно, Эльсар иногда читает, иногда пишет. Я про это и говорю, что очень плохая катушка, очень плохая катушка. Делище, ну как, потиху делище-то. Со спиной он опять скрутило. Еле двигаюсь, можно сказать. Завтра на УЗИ поеду делать вот так вот с утра. Так что вот сегодня голодаем. Привет, Сергей, тоже. Так, что у нас по апелям? По моделькам посмотрели уже, наверное. По пыжикам, по легковым уже пролазить. Пробегусь давайте, чтобы по годам примерно ориентироваться. Покажу, что есть. Вот. Ну, это уже понятно, с каких микросхем дергать расписано тоже, как всегда. По годам понятно. Ну и по мотам, понятное дело. Piaggio. О. Полонез. Porsche. Porsche. Кстати, интересно, как правильно, Porsche или Porsche? Потому что одни говорят так, а другие так. И все вечно спорят друг с другом. Видите, Каены и Кайманы 2014 года заявлены. Вон Макан тоже. Честно говоря, не видел этого Макана ни разу. О, привет, Автоэлектрик Минск. Да вообще, поголовно все. Ага. Так, по грузовым. По Рено сразу премиум. Магнумы вот есть у нас. Ну и, понятное дело, пройдусь по легковым тоже вверх. Так, идем вверх, смотрим. Потом, сами понимаете, если захотите, пересмотрите повторно, медленно. То те машинки, которые я открываю. Вот, роверы, Саабы по годам. Тоже 99-2003. Скании грузовые. А что в Сканиях, кстати, интересно. 4D чип тоже идет. Немцы говорят Porsche. Ну, может быть, может быть. Так, по Сиатам. Выскочили Сиаты. Шкоды. УАЗы, Хантеры. И Фольксвагены. По ним мы уже проходились. Так, заглянем. Такс. Сейчас еще исправлю. Вы пока там пишите свои всякие комментарии. Задавайте вопросы. Задавайте свои вопросы, пишите. И вернемся пока сюда. Пройдемся. Так.
Не-не-не, Иван, машины к интернету не подключаем. Так, с кем еще? Так, клоны делают так. Ну, что поделать, Саша? Только что, в общем-то, некрасиво обозвал. Если есть какие-то вопросы, пишите, пишите. Все норма. Так, продолжим. Значит, по американцам. Нет, это у нас Азия. Акуры, акуры. Кстати, тоже акуры или акуры. Бриллианс. Ну, по ним уже по этим всяким долго лазить не будем, наверное. Деу. Пройдемся по ним. Так. Что за теневая память? Для чего она? Ну, в общем-то, какая теневая память? Честно говоря, не совсем понял. 7936, так давайте откроем, сейчас посмотрим. Сейчас дойдем, откроем тогда. Туда зайдем сейчас. Дайхатсу, Фавы, Джили, вот им Грант, ЕЦ-7 с 9 года, Грет Волы, Хонды, кстати, мотоциклы тоже накрывает неплохо, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kawasaki, Kia, Лексусы, Маздочки. По Маздам тоже довольно богатый выбор. Видите, 9 год есть. Ну и старые в том числе. Да, делал. Так я только что же в начале видео даже сделал. С Эксплорером ключика. Соответственно, и раньше делал уже много чего. С ВАЗом, честно сказать, не пробовал. Магнум, честно сказать, не пробовал с ВАЗом ничего делать. Поэтому, насколько он с ВАЗом дружит, я не скажу. Ну, ВАЗом есть другие, скажем так, методы. Ну вот, по Мицубанчикам тоже все есть у нас. Довольно богато выбор. Ну вот, Харизма, допустим, КМ 2000 года. Тоже все подробно, все понятно. И какие чипы использовать, какие транспондеры ставить. Так, это Mitsubishi, Nissan, очень богатый выбор по нацам. Ну вот по пятым давайте заглянем. ID60, 4D, тоже ключиков сколько положить и так далее. Саманды, Сайпа, Протоны, Судзуки, Тата, Тойоты, большой выбор довольно. Доброго, Владимир, тоже времени. Ямаха. И остались у нас еще американцы. Сегодня, честно сказать, спина болит, очень неудобно сидеть, тяжко, поэтому стрим сегодня будет, ну, не сильно большой, я очень извиняюсь. Так, то есть дамп с EEPROM или проца тянуть чем угодно, а потом дамп открывается, открываем в танго, и он делает ключ в дамп, его сразу ложит. Так, тут есть несколько вариантов, смотря какой ключ. Если ключ надо готовить именно сам ключ прописывается, в ключе меняются данные, есть такое в некоторых машинах, то, соответственно, данные пишутся в сам чистый транспондер. Если необходимо писать все-таки, вот как я уже показывал в начале видео, например, в том же Explorer, да, в принципе, много машин, где данные необходимо менять в самом дампе, уже прописывать ключ. Как видели, я считал ключа, выбрал, значит, вот здесь вот, какой у него номер у этого ключа будет, и написал создать новый дамп. И оно, соответственно, создало новый дамп, который заливаться будет уже в блок в этот в ТМС-ку, в нашу микросхему. И оттуда уже, понятное дело, уже будет прописано считаться. То есть вот такой метод.
Иногда стоит выбирать, в общем-то, через Tango работать, либо через, допустим, через тот же X100 СББшку, потому что иногда все-таки те программаторы проще, потому что они делают все по АБД. Сюда, понятное дело, чтобы что-то делать, надо выпаивать микросхему и вычитывать с нее дамп. Конечно, не всегда обязательно ее вычитывать, выпаивать, потому что через тот же ФВДИ, например, либо через другие программаторы какие-то, иногда можно дернуть без выпайки. Но это опять же уже моменты такие переносные. Так, пройдемся еще по американцам, тут немного их. Значит, Бьюики. Самый простой способ делать клон. Да, но с клоном есть небольшой нюанс, я вам скажу тоже. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так, по Бьюикам хотя бы пройдусь, а сейчас переключусь на себя. Так, по клонированию, значит, какие минусы есть? Смотрите, по сути, клонировать чип это то же самое, что, ну, отчасти, можно сказать, закрытыми глазами отключить иммобилайзер. Почему? Хозяин потерял свой ключ, правильно? Значит, что делать? Либо стирать два ключа, то есть и копия сотрется, и оригинал. Если мы один сотрем, то получается, я же говорю, мы сотрем и копию, и оригинал. Если он потерял, получается, этот один ключ, пользуется дальше вторым, кто-то нашел этот один ключ, и, само собой, его уже не стереть, не стерев основной ходовой ключ, и получается, по сути, человек, ну, подарил кому-то доступ к своей машине. Вот так вот. Поэтому, ну, клонировать, да, оно, конечно, проще. Ну, какая тогда разница по-большему клонировать или сделать просто отрубить тимошник? Так, вернемся туда дальше. И что-то у нас еще какие-то вопросы были. По чипам. Какие пишутся один раз, какие многоразовые, взаимозаменяемость, где смотреть таблицы по замене. Так, таблицы по замене я уже выкладывал у нас на форуме. Заходите, там было. Если не найдете, то напишите еще раз просьбу. Я выложу. Таблицы по многим чипам у меня есть. Готов ими поделиться. Мне этого для зрителей, для подписчиков своих абсолютно не жалко. Вот, ну, это не универсальная таблица, да, правильно Автолайф сказал. Это, ну, скажем так, сборка из нескольких таблиц, то есть все от разных приборов. То есть что-то у меня от Т300 какие-то таблицы, что-то от СББ, что-то от ZBull, что-то от Tango из хелпов. В общем, все это кусками повыдрано. Я посмотрел в одной таблице, нету. Посмотрел в другой таблице, нету. Посмотрел в третьей таблице, нету. Также есть одна программа по иммобилайзерам. Привет, Марбек. Вот... Также есть одна программа по иммобилайзерам. Напомните мне, я ее тоже выложу. Думаю, многим будет она интересна. Там расписано тоже, какой транспондер, куда использовать и так далее. И откуда дергать. Ну, в общем-то, все это такое универсальное. Делалось, насколько я понимаю, либо для этих приборов, с которыми оно шло, либо... значит, ну, просто на добровольном начале. Кто-то это все просто сам делал, сам выкладывал. Так, пройдемте еще по американцам. Сиадо, кстати, не видел такой машины. Кадиллаки, Катера, ЦТС, Дивиль, ДТЦ. Прикольное название ДТЦ. Escalade, о, блин, Савелия SPX не было, Chevrolet. Так, да, чипы постоянно улучшают, ну, где-то что-то сложнее, где-то лучше, понятное дело, пытаются сделать противоугонку, это наша так называемая вечная борьба меча и щита, то есть всегда делается щит, который кто-то пытается сделать самый надежный, чтобы ни один меч не победил, а кто-то делает меч, который не победит ни один щит. И так все, в общем-то, по кругу получается. Z-Full это оригинальный прибор. Вкратце, ну, скажем так, Z-Full сделали отлом Z-Bull. Если быть совсем проще, ну, только он еще по АБД работает и много еще полезного. Стоит диких денег. Привет, Заур тоже. Так, Барракуды у меня нету. Про Барракуду, Саня, я ничего не скажу, так что... Очень сильно извиняюсь. Барракуды у меня нету, поэтому по ней консультацию я никакую не смогу дать. И с ней даже, скажу откровенно, не работал даже. Вот так вот.
Так, Magnum. Как из считанного дампа можно записать ключ в эмулятор? Нет, в эмулятор тут немножко все совсем по-другому. Значит, все делается с помощью канализатора. Значит, для более новых, для более старых с помощью осциллографа ловим сигнал, и по этому сигналу уже делается эмулятор. Вот такая-то, в общем-то, картина. Значит, по Chevrolet, вот, кстати, Aveo им делал 9-го года уже. Комарики, Каприцы, Коптива, Корвет, Круза. Круза тоже делал, кстати. Пройду сейчас по годам уже. Матиза вот тоже делает. Тахоя вот тоже делает. Крайслеры ключи умеет вязать. Пацифика, Себринг, вон, Таун Кантри, Voyager. Вот видите, по годам тоже раскидано. Даджи. ВВДИ 2, ну, не знаю, не скажу тоже. Честно сказать, китайским отловом не пользовался. Вот. Пройдемся по этому самому. Но сегодня у нас основной идет по танго все-таки. Про другое оборудование пишите, я вам уже говорил не единожды. Пишите, пишите, пишите. На голосованиях, на следующие стримы, если что-то есть, то, соответственно, будем по этим оборудованиям идти. Да, по транспондерам ну, слишком много подводных камней, но если интересно, по ним тоже пройдемся. Нет, Z-Bull тоже нужен, даже если танго есть, я считаю. Во всяком случае, у меня танго, хотя и проапгрейджена уже, катушка перемотана, но Z-Bull я все равно держу. Причем, скажу сразу, для Z-Bull храню две программы, и Z-Bull, и EFI. Вот, если интересно, по ним мы тоже с вами дополнительно пройдемся. Ну, это ж вы знаете, где выбирать надо, когда там какие голосования планируются и так далее. Вот, Гранд широкий, большой и широкий. Либерти, Патриот, Вранглер, Линкольны наши тоже. Вот машинки Oldsmobile и Pontiac. Но это же еще не все, что в них есть. Этот экземпляр был куплен, наверное, уже года 2 или 3 назад. Вот, танго нет, по АБД он не работает вообще, в принципе. Так, танго, да, китайский, это китайский танго, ссылка на него, как я уже говорил, у нас есть на форуме и под видео. Так, ну по машинкам мы уже прошлись, калькуляторы. Что у нас есть из полезного? Значит, AD100 наш любимый конвертер переводит in-код, out-код, по сути то же самое, что у нас с фордами творится. Дальше что у нас здесь есть? Рено. Блин, попасть не могу, прикиньте как. О, пин-калькулятор. Это ключ на код, который в ключе прописан, и по результату имеем пин-код. Ну, по сути, программа какая-то была в DOS, которая это все делала. Нет, батарейка как бы... Садилась, наверное, а может не садилась, я не знаю, но года 3 работает, тьфу-тьфу-тьфу, пока не садился, поэтому за батарейку ничего не скажу. По текстриму тоже понятно, по Тойоткам. Винтопин, это корейские автосы, последние 6 цифр Hyundai, Kia, и по результату имеем пин-код. Ну да, ну да. Нет, так понятное дело, что любое оборудование оригинальное всегда лучше, тут даже спорить нечего. Это ежу даже понятно, но все же, все же. Вот, имидж-генераторы, это создавать, грубо говоря, образы диска. А если не диска, дамп, этого самого, образ чипа, то есть подготовка так называемая перед прошивкой. То есть если необходимо привязать какой-то ключик, то, соответственно, некоторые из них надо делать предподготовку.
Вот, 46-е, например, в свое время долго очень 44-м мучился по вагам. Хотел. Ой, как же его звали? Это Шаранчик какой-то был, не помню. То есть вроде все, и пин посчитал. И по пину, когда пытаешься уже через ОБД, через тот же, например, через Васю по вагам, либо через другое привязать уже и зная пин, например, знаешь пин, хочешь уже привязать своим оборудованием, а он все равно чистый ключ не привязывает. Ну, соответственно, вот сюда надо сунуть 7935, сделать из него ID 44 ваг. Именно чтобы был как ваговский, подготовленный. Это вот, в общем-то, подготовка. Ну, разблокировать, соответственно, тоже некоторые заблокированные можно. Вот Kia, Mitsubishi, Toyota, смарт-ключи. Вот, кстати, очень удобно иногда бывает с Тойотами. Значит, ну, тут расписано, какие можно разблокировать, какие нельзя. Сделать из ключа Virgin, то есть нулевой. Вот такая вот штука. Раньше можно было только GG делать, обнулять по Тойотам. Сейчас уже с этим немножко попроще стало. Форматировать ID48, ну и, соответственно, клонировать ID46 тоже умеет. Вот такая вот чудная штука. Ну и Tango Plus Тойоты. Честно сказать, ни разу не пользовался. А что за хрень? Она у нас куда-то... Попыталась принять данные, ее послала. Ну и ладно, ну и фиг с ней по-большему. Так, она у нас вообще танго закрылась. Так. Сейчас я ее, пожалуй, перезапущу, нашу танго. Так, вот она, наша танго. И вернемся мы сюда, Вот наша танго. Вот мы к ней вернулись. Собственно говоря, что можно делать? Вот автодетект трансподера можно определить и, соответственно, клонировать. Ну, понятное дело, читать, записывать, модифицировать, это не знаю, не пробовал. И что это такое? Очищать. В общем-то, вот такая вот штука, этот наш замечательный китайский танго. Так, теперь поотвечаю на ваши вопросы. Обновляется? Нет. Поначалу обновился до версии .3, потому что когда купил, был версия .2. Так, заменит Z Full и Tango. Ну, китайцы, да, они как бы не дают спокойно отдыхать этому миру и производителям. Они много чего сразу резко дублируют. Так, что за девайс? Это Tango. У нас тема вся про Tango сегодня. 7936 может разлочить. Да хрен знает, я никогда не думал, если честно. Так, Танго неделю лежал в гараже после выключения. Загорелся индикатор неисправности. В общем, раз 10 повключал, заработал. Так и не понял, в чем дело. Ну, я думаю, это вот как раз Владимир о чем спрашивал. Может быть, батарейка села. Танго, да, готовит чипы, вот которые я заходил, показывал. Там Z Bull может готовить некоторые чипы, некоторые готовит Танго. Но у Танго охват, понятно, больше. Для Toyota нужно так, потому и не пошло. Ну вот поэтому и не пошло, что дополнительный софт у меня подгружен и не был абсолютно. Задавайте, наверное, еще какие у вас есть вопросы по этой танге. Я, пожалуй, наверное, уже буду постепенно стрим этот завершать. Нет, у всех изображений ни о чем. Не могу понять, в чем все дело. То ли интернет где-то подхомячил что-то, то ли что-то. Может быть, YouTube перегружен. Надеюсь, со временем станет лучше. Для Судзуки именно подготовка надо чипов или какой там ID вы сразу скажите, чтобы проще было. Так. Субарики. Мерседес он готовит, Volkswagen. Так.
Ну, в принципе, да. По тому, чтобы делать чипы под Судзуки, про подготовки я не знаю, честно, не нашел. По тому, чтобы делать по Судзукам. Вот, значит, по мотоциклам, кстати, сегодня вышел ролик. Значит, ну, это не только мотоциклы, у нас тут скутера тоже в этих блоках перечислены. Ну и вот, соответственно, наши машинки Судзуки, к которым можно сделать чип, привязать. Так, ФВДИ 2019. А и то, много оборудования не бывает. Много оборудования не бывает, поэтому, Игорь, я порекомендую и ФВДИ, и Танго, и ZBU, и Orange, и еще много-много-много полезного чего. Вот, потому что, как я уже говорил, оборудования много не бывает. Много не бывает оборудования. Вот такие вот делишки. Ну что ж, будем, наверное, завершать, потому что реально сегодня уже не совсем хорошо себя чувствую из-за спины. Вот, блин, вообще тоска, печаль, уже 3 дня по стеночке перемещаюсь. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Внизу в комментах пишите обзор, какого оборудования хотели бы увидеть у нас на канале в дальнейшем. Также, как я вам уже говорил ранее, заходим, сейчас переключусь, покажу куда, рабочий стол, вот сюда вот заходим, кнопочка сообщества нажимаем на канале и выбираем, тут у нас будет очередное голосование со следующими темами. Голосуем за то, что хотели бы увидеть на наших стримах. Вот, вернемся к камере сюда. Так, да, ну что поделать. Будет долго отбиваться, зато будет отбиваться, чтобы было работать чему. Вот, подписывайтесь на канал, как я уже говорил, ставьте лайк, донатом буду благодарен премного. Делайте репосты этих видосов. Ставьте лайки, внизу уже голосуйте, пишите, ну, в общем, все. Всем до скорых встреч, спасибо всем, кто смотрел, пока-пока, встретимся у нас на канале.